Нормальные люди ленту развешивают, чтобы украсить задний план, а я вот кубы раскладываю. Красота. Всем привет, вы на канале Pixel, меня зовут Катя. В этом видео я буду отвечать на ваши вопросы. Я буду сидеть в этом уголочке и отвечать вам на вопросы, потому что в прошлом видео, когда я закадрово озвучивала, звук мне не очень-то понравился, поэтому сейчас я немного изменю подход и посмотрим, может быть, будет лучше. Итак, первый вопрос, его задавали очень много раз, это как зовут моего кота. Моего кота зовут Филя, но так как в Инстаграме большинство, наверное, не большинство, а 50% это зарубежные зрители, то им привычнее назвать его Фил, поэтому в Инстаграме его называют чаще Фил, чем Филя. Вопрос номер 2, это была ли я когда-либо на соревнованиях. Я не была на соревнованиях ни разу, просто как-то так не сложилось, но на самом деле я бы хотела попробовать, мне очень интересно это. Но в будущем я обязательно посещу соревнования. Хотела бы другую основу 3х3. Да, я вообще хотела себе купить новый куб 3х3 этим летом, но почему-то я так и не решилась это сделать. Не знаю, вот хотелось бы мне приобрести новый Даян, но когда я это сделаю, вообще еще не знаю. Почему именно Pixel 3х3? Если кто-то не знает, это мой ник в Instagram. Когда я только создавала Instagram, я хотела, чтобы у меня был ник как-то более-менее приближенный к кубам. И я подумала, пиксель это же такой квадратик, почему бы и нет. А 3х3 это просто как классический куб. Если кубер увидит мой ник, он наверняка поймет, что это связано с головоломками. Вот как-то так. Мнение о GAN. На самом деле у меня нет ни одной головоломки фирмы GAN, но что я могу сказать о ней? Можно провести аналитику с Apple, то есть Apple в мире гаджетов, он как бы такой амбассадор, а GAN среди головоломок. Я не сказала бы, что это лучшие, потому что высокая цена это не всегда значит, что это просто лучшая модель. Можно найти много альтернатив, как можно то же самое сказать и про Apple. То есть, сравнивая характеристики топовых гаджетов, можно найти альтернативы, которые стоят в разы дешевле, но тем не менее они также качественно снимают, к примеру, видео, что для меня важнее всего. И то же самое GAN, они делают действительно все качественно, но тем не менее можно найти хорошую альтернативу. Любишь ли ты путешествовать? Да, мне нравится путешествовать, хотя делала я это очень мало. Я лишь однажды была за границей и еще путешествовала по России, по нескольким городам, что было не менее круто. Мне очень это понравилось, и да, действительно, я люблю путешествовать. Какой куб впервые собрала? Впервые я собрала куб 3х3, а конкретную модель вы сейчас видите на экранах. Называется палатка. Вопрос номер следующий. Я на самом деле хотела скрывать это от вас, но меня раскрыли, и да. Твой любимый фильм? Конкретно любимый фильм, наверное, это «И гаснет свет». Вообще я люблю хоррор, очень мне нравятся ужастики. Но на первом месте я скажу «И гаснет свет», на втором это «Искатели могил», и на третьем месте это «Искатели могил» вторая часть. Почему бы и нет? Если бы была мужчиной, пошла бы в армию. Такой вопрос, конечно. Но на самом деле, будучи девушкой, я бы хотела, наверное, попасть в армию, но с другой стороны и не хотела бы, потому что, везде есть свои плюсы и минусы. Так как девушкам в нашей стране не обязательно служить, то я, скорее всего, воздержусь. А вообще, по рассказам своих знакомых, девушки чаще всего, они, я не знаю, варят еду. Но это, опять же, по рассказам знакомых, и, скорее всего, все зависит от части, где человек служит. Какой куб был твоей основой дольше всех? Скорее всего, это куб MF3RS.
Я им пользовалась достаточно долго, и, кстати, он первый куб, который был профессиональный в моей коллекции. На скольких языках я умею разговаривать? Ну, во-первых, это русский, мой родной язык. Во-вторых, это английский, так как я изучала его в школе. А в-третьих, и в-четвертых, и в-десятых, это многочисленные фразочки на различных языках, там японский, немецкий, китайский, но на этих языках я не разговариваю вообще, то есть я знаю такие примитивные фразочки, как «привет», «пока», там «приятного аппетита», ну, как, наверное, большинство людей, а вообще я хотела бы изучать еще испанский, попробовать себя. Я вообще заходила на какой-то сайт, где был топ языков, на которых легче всего заговорить русскоязычному человеку. И на первом месте там был какой-то язык, я уже не помню, а на втором месте был испанский, но уже на третьем был английский. То есть, какой можно сделать вывод? Если я знаю английский, то почему бы мне не попробовать заговорить на испанском? Какая любимая ВЦА-дисциплина? В прошлом видео я говорила, что это скьюб, но также я упоминала то, что мои любимые ВЦА-дисциплины, они постоянно меняются. И сейчас я не сказала бы, что скьюб мне нравится больше всех. Сейчас моя любимая ВЦА-дисциплина это куб 4×4 как раз таки. Кто твой любимый блогер и кто твой любимый блогер именно в кубе? Из блогеров это, наверное, Брайан Мапс. Он мне очень нравится своей харизмой и своим подходом, вот этими шутками. А из блогеров именно куберов это, наверное, AnyCubes. Да, почему нет? Топ-3 ВЦА категории. Я, наверное, скажу, что первое это 4×4, второе это классика 3×3, и третье это скьюб. Что сложнее, Мегаминкс или куб 5×5? Наверное, я сказала бы, что 5×5 он сложнее, так как Мегаминкс он собирается по подобию куба 3×3, а вот в 5×5 нужно сначала сопоставить центры, потом ребра, еще может выпасть паритет к тому же. И только потом вы выходите на этап 3×3. Поэтому я думаю, что все-таки мега она полегче будет. Какие предметы в школе у тебя любимые? Как раз сегодня у меня был выпускной, и я закончила 11 класс, а сейчас я являюсь абитуриентом, то есть человеком, который поступает в вузы. И в школе мои любимые предметы назову также топ-3. Первое это, конечно же, математика. Второе – это информатика. И третье, наверное, физра. Кстати, вы, наверное, могли подумать, что я забыла про рубрику с лучшим комментарием. Но нет, я подумала, что если в видео нет моего лица, и я вот так не контактирую, не разговариваю с вами, я подумала, что это будет как-то неуместно. Но сейчас, мне кажется, что я буду вставлять лучшие комментарии в каждый ролик. А конкретно в этом видео я не смогла выбрать один комментарий, поэтому держите целых 5. Также на этом канале совсем недавно, буквально вчера, исполнилось 600 подписчиков, сейчас уже немного больше. И я хочу сказать вам огромное спасибо за это. Действительно, это для меня это большое число. Многие, наверное, скажут, что да о чем ты, это же очень мало. На самом деле, по меркам Ютуба действительно это немного, но тем не менее, если бы сейчас выстроить 600 человек, они, во-первых, здесь не поместятся, во-вторых, это действительно очень большое количество людей. Да в моей школе, наверное, не училось столько людей, там человек, наверное, 400. Чуть не забыла упомянуть. Вот эти вот кубы стоят здесь не просто так. Вот этот узор называется суперфлип. Этот узор мой любимый, и если вы хотите научиться делать его, то я могу записать об этом отдельный ролик. Но это если вы захотите. Если нет, то не буду. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте включать уведомления, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем хорошего настроения. До встречи.